Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас вторник, 3 мая, выпуск экстренный, тема, которую мы обсуждаем, война, и все события, которые мы сегодня обсуждаем, в той или иной степени связаны с войной. Итак, с чего хотел начать? Ну, во-первых, если нас поддерживаете, поставьте сразу лайк, это помогает в продвижении наших материалов. Также хочу напомнить, и, возможно, для кого-то это будет анонс, мы открыли Инстаграм, наш Инстаграм в описании к этому видео, если есть желание подписаться, подписывайтесь. В Инстаграме мы будем дублировать частично наши посты в Телеграм, а частично будем давать ту информацию, которая в Телеграме появляться не будет. В основном это будет информация светского характера. Мы сегодня у нас в Телеграм-канале генерал СВР и резервном, и генерал СВР в основном разместили пост о том, что сожительница многолетняя президента России Владимира Путина Алина Кабаева беременна. Событие, в принципе, светское, но в любой цивилизованной стране эта информация о личной жизни многих мировых лидеров доступна для обычных людей. Эта информация важна и в политическом плане. Эта информация просто необходима для тех людей, которые планируют свое будущее, которые делают какой-то анализ текущей ситуации. И понятно, да, что много в России, да теперь и в целом и в мире, и положение на фронте зависит в том числе и от настроения Владимира Путина. Мы прекрасно знаем, что война существует в голове у одного человека. Не будь этого человека, не было бы войны, нет никаких сомнений. Он инициатор, он вдохновитель, он и философ этой войны. Я имею в виду президента России Владимира Путина. И любые его настроения, пожелания отражаются на человеческих жизнях в России, в Украине и во многих странах. Я имею в виду и экономическое положение, и в целом настроение политических элит во всем мире. Так вот, события такого светского характера мы будем освещать у нас в Инстаграм. К нам обращались достаточно много людей с предложением открыть аккаунт в Инстаграм. После того, раньше мы не видели в этом особого смысла, но после того, как российские власти запретили Инстаграм на территории России, мы решили, что, видимо, сеть довольно болезненно сказывается на настроениях политических элит в России, и решили, что если им это неприятно, мы будем делать максимум для того, чтобы усилить это неприятное впечатление для российских политических элит. Итак, предлагаю всем заинтересованным подписаться на наш Инстаграм. Еще раз подчеркиваю, в описании к этому ролику есть ссылка на наш Инстаграм. Также предлагаю подписаться на наши Телеграм-каналы, есть ссылка в описании. И подписывайтесь на этот канал непременно. Итак, это было небольшое начало. Что мы с вами хотим обсудить? Давайте по порядку. На этой неделе уже, да, по-моему, даже воскресенье началось, если бы я не ошибаюсь, сотни, еще раз подчеркиваю, сотни мировых информационных агентств публикуют нашу информацию, и это и касательно наших материалов о том, что Путин на время оперативного вмешательства и в случае ухудшения его состояния здоровья Путина будет заменять фактически в управлении страной, еще раз подчеркиваю, фактически в управлении страной будет заменять секретарь Совета Безопасности Николай Платонович Патрушев. Мы это с вами уже обсуждали и у нас на YouTube-канале, этот материал есть у нас в Telegram-канале, и сотни мировых агентств подхватили эту новость. Я хочу обратиться ко всем нашим уважаемым зрителям, слушателям, в том числе и представителям информационных агентств, в том числе и иностранных. Мы предоставляем исключительно ту информацию, которую предоставляем. Не все фантазии, интерпретации нашей информации являются спекуляциями.
Я хочу обратить внимание, мы пишем тексты исключительно корректно и отвечаем за ту информацию, которая написана у нас в телеграм-каналах или которую я проговариваю у нас в YouTube-канале. Любые интерпретации этой информации являются спекуляциями. Я не знаю, делается это намеренно или люди просто хотят делать какие-то выводы, но надо, если делают люди выводы, то надо указывать, что выводы, сделанные из этой информации, такие-то, такие-то. Потому что я смотрю, что переворачивают нашу информацию, делают ее, мягко говоря, некорректной, и потом преподносят, якобы это мы даем такую информацию. Еще раз подчеркиваю, мы отвечаем за исключительную правдивость нашей информации, но только в том варианте, которым мы ее даем. Что это значит? Это значит, что, например, когда мы рассказывали о ранении Герасимова, мы исключительно, да, это чистая правда, мы дали информацию. Мы не указали, специально не указали место, где он был ранен, и не указали время, в которое он был ранен. Все спекуляции по поводу того, что указывают места, время или еще что-то, это исключительно додумки или придумки, скажем так, тех информационных агентств и людей, которые интерпретируют нашу информацию. Мы даем, еще раз подчеркиваю, еще ни один наш пост за эти 1,5 года, пока мы существуем, не был опровергнут. Еще раз подчеркиваю, ни один. Мы даем информацию исключительно правду, исключительно корректно. И отвечаем за то, что мы пишем. И о том, что я рассказываю у нас в YouTube-канале. Поэтому огромная просьба корректно излагать нашу информацию и не спекулировать ей. Любые интерпретации преподносить от себя, а не от нас. Большое спасибо, что понимаете нас и относитесь с уважением, в том числе и к нашей деятельности. Итак, давайте теперь немножко поговорим о событиях, которые произошли за время нашего последнего выпуска. Последний выпуск был итоги недели с бывшим разведчиком-нелегалом КГБ СССР Сергеем Жирновым. Прекрасный человек. У нас, по-моему, на мой взгляд, еще раз подчеркиваю, получился замечательный выпуск. Мы неплохо пообщались, неплохо побеседовали и обсудили важнейшие темы, которые произошли на прошлой неделе. Теперь давайте еще раз проговорим. Мы уже коснулись немножко с Сергеем этой темы, я извиняюсь. Ликвидация сотрудников бывших и нынешних Газпрома, Газпромбанка и Новатэк по приказу, ну, давайте говорить опять-таки откровенно и смотреть правде в глаза, инициация ликвидации и утверждение списка — это фактически сродни приказу. Так вот, по приказу Владимира Путина ликвидируются эти люди, ликвидируются они вместе с семьями. Проблема в том, что изначально Путину сообщили о том, что была утечка информации по финансированию спецопераций за рубежом, которые проводили служба внешней разведки, 5-я служба ФСБ и Главное управление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации. Эти операции и агентура этих разведок спонсировались и финансировались через структуры Газпрома, через структуры Новатэка, в том числе через Газпромбанк. Причем Газпромбанк играет здесь центральную роль. Более подробно мы обязательно сделаем выпуск по этому поводу, где я расскажу более детально, как это происходило. Но информация достаточно важна, потому что список не маленький на ликвидацию, и я думаю, что спасти людям жизни довольно важное дело, в том числе одна из наших миссий. Мы стараемся не допустить преступления, которые могут совершать правительства разных стран. Ну, в первую очередь, это, конечно, правительство Российской Федерации. Я хочу, чтобы ни у кого не было никаких сомнений, почему и зачем мы существуем. Мы существуем с целью ликвидации путинского режима на территории Российской Федерации. Это наша основная цель, мы ее придерживаемся, и мы идем к этой цели планомерно. Президент России Владимир Путин должен быть ликвидирован. Руководство Российской Федерации должно предстать перед судом. Я думаю, что суд должен быть международным. Надеюсь, вы, уважаемые зрители и слушатели, нас поддерживаете. И, несомненно,
В том числе и поэтому следите за нашими выпусками. Так, давайте еще проговорим некоторые вещи, которые действительно важны, которые случились за время нашего отсутствия. Лавров высказался довольно глупо, не просто довольно глупо, а по-идиотски относительно. Это было приурочено высказывание было приурочено притянуто за уши к высказыванию по поводу президента Украины Владимира Зеленского. Якобы, по мнению Лаврова, еще раз скажу, якобы у Гитлера была еврейская кровь. Это, конечно, глупость полная, ахинея, которую на голову не натянешь, но... Скажем так, давайте разберем, зачем и почему это было сказано. По мнению Николая Платоновича Патрушева, который он высказал во время совещания с президентом Путиным, эти мысли были высказаны вслух во время интервью для телевизионной компании итальянской, для того Лавровым, чтобы оправдаться перед, опять-таки, российским руководством в лице Владимира Путина, потому что существует информация, что Сергей Лавров передает конфиденциальную информацию израильской разведки, передает ее через своих родственников, через свою дочь, через своего зятя, и таким образом пытается сохранить себе неприкосновенность от возможных последствий, если вдруг российский режим рухнет. Мы об этом уже говорили, это есть у нас и в Телеграм-канале, это мы с вами обсуждали у нас в YouTube-канале, эта информация уже, скажем так, по-моему, месяц или два, да, я уже не помню, но мы однозначно с вами это обсуждали. И вот примерно такое же предположение высказал Патрушев в общении с Путиным. Но посмотрите на интересную реакцию общества, посмотрите на интересную реакцию российских властей. Та глупость, которая была высказана изначально, пока не важно по каким причинам, потому что сам Лавров не смог точно сформулировать, зачем он это ляпнул, когда Путин его спросил об этом. И эта идея антисемитских высказываний настолько понравилась и подзадорила российские власти, что они пустились во все тяжкие, и Глазьев, я смотрю, сделал однозначно антисемитские высказывания, и сам Лавров через министерство, через официальную позицию Министерства иностранных дел высказал совсем абсурдную идею о том, что Израиль поддерживает нацистов. Это уже глупость в Кубе. Пытаются разжечь антисемитские настроения в Европе. Случайно высказана, видимо, глупая идея. И еще раз подчеркиваю, видимо, точно, конечно, мы это утверждать не можем, но, видимо, случайно высказанная идея, абсолютно идиотская, абсолютно абсурдная, нашла свое продолжение в официальной политике целой страны Россия. Как можно гордиться в 21 веке своими антисемитскими настроениями и высказываниями, да вообще российскими настроениями и высказываниями? Конечно, идиотизм, это даже не прошлый и не позапрошлый век, это идиотизм в кубе. Бывает идиотизм в квадрате, бывает идиотизм в кубе. В кубе в данном случае не страна, а математическое действие. По другим событиям. Что планируется, что происходит на фронте? На фронте продвижения российских войск нет и не видно. Перспективы довольно слабые. Уже Герасимов оправдывается перед Путиным, говоря о том, что нет возможности, ну, есть желание, но нет возможности реализовать те минимальные планы по захвату Донецкой и Луганской областей в их административных границах. Но обещает Герасимов, обещает руководство военного блока, что продвижение все же будет, и продвижение будет глобальное, и будет захват юга Украины, и будет захват Молдавии. Еще раз подчеркиваю, опять-таки, внимательно слушать и читать нашу информацию. Мы не указываем, каким образом российские власти пытаются захватить
ту или иную территорию. Мы говорим исключительно то, что говорим, поэтому приписывать ничего не надо. Мы не говорим и не утверждаем, что сначала будет коридор в Молдавию, а потом будет захват в Молдавию. Мы это абсолютно не обсуждаем и не утверждаем. Делаем мы это потому, что многое зависит от решений президента России Владимира Путина. Немного, а практически все. Ему предоставляют довольно много планов. И утверждать он их может скажем так, у него бывает так, что он утверждает один план, а потом там, через час, через 2 часа, через 3 у него моча в голову стучит. И происходят у него метаморфозы. Он меняет свое мнение. И не исключено, что мнение опять-таки по планам будет меняться. И именно по этой причине мы не утверждаем, как это будет происходить. Более того, когда мы говорим о планах российских властей, мы не можем отвечать за реализацию этих планов. Мы исключительно вам рассказываем о том, что такие планы существуют. Эти планы в той или иной степени утверждены, эти планы в той или иной степени пытаются реализовать. Но будут они реализованы или не будут, мы, безусловно, не можем на себя взять эти решения и эту ответственность, потому что мы не являемся российской властью по своей сути и не можем отвечать полностью за их действия. А уж тем более за выполнение тех или иных условий, в которые они сами подряжаются. Итак, на сегодня это, видимо, давайте, наверное, все. Мы с вами обязательно услышимся, увидимся уже на этой неделе. Подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на наши каналы в Телеграм, подписывайтесь на наш канал в YouTube. И если есть возможность и желание нам помочь, в описании к этому ролику есть подписка на наш Patreon. Там несложный алгоритм, есть подписка на спонсирование нашего канала, тоже алгоритм несложный. И есть наши криптовалютные кошельки. Подписывайтесь. Думаю, что у нас все получится. Более того, я в этом уверен. Все. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим. Это искренне. Всего доброго. До свидания.